Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у меня еще одна клиентка, которая не знает, чего хочет. Мы ей в прошлый раз сделали миндали, сегодня ей захотелось квадратов. На следующей коррекции она придет, ей захочется еще какой-нибудь формы, мы опять будем на что-нибудь менять. Но для меня это, в принципе, не составляет никакого труда, потому что изменить форму для меня, имея нынешние современные материалы, это буквально 2 минуты лишнего времени и совершенно никак не влияет на мое отношение с клиентом. Хотя я знаю, что многих мастеров бесит, когда клиенты начинают каждую коррекцию требовать сменить им форму с одной на другую, потому что все-таки это довольно-таки проблематично, да, брать углы для квадрата или наоборот убрать углы для миндаля, то есть это довольно-таки много усилий требует от мастера. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь вот к таким непостоянным клиентам. Есть ли у вас какие-то договоренности с клиентами и насколько вас нервирует такое отношение? Мы же тем временем убрали длину сразу же по форме квадрата, то есть мы под прямым углом срезали кончик и при помощи полигеля достраиваем те боковушечки, которых нам не хватает. Занимает это, опять же, я бы не сказала, что это прям намного дольше времени занимает, чем я бы делала это на миндале. Я бы точно так же убрала бы длину, только не ровно, а с формой миндаля, да, и я точно так же выстраивала бы архитектуру ноготочка. Поэтому для меня вот такие просьбы абсолютно не имеют значения. Поменяли, в следующий раз сделаем миндаль, в следующий раз сделаем пайп, через раз сделаем эдж или еще что-нибудь интересненькое. Я люблю, когда мои клиенты чего-то хотят. Я не люблю, когда мои клиенты ничего не хотят. Вот это вот я, конечно, не люблю. Однотонное покрытие, белый френч и все такое, это не ко мне. Поэтому вот такие просьбы своих клиентов я всегда воспринимаю на ура. Мы же тем временем классическим способом подпиливаем квадратики, и у нас получаются готовые ноготочки. Сегодня мы с вами будем рисовать сырные ногти. Итак, если вдруг кто-то еще не в курсе, то следующий год, 2020, у нас год мышки. И, соответственно, тренд новогодних дизайнов – это всякие разные мышиные истории на ногтях. В данном случае на большом пальчике в новогоднем марафоне мы с учениками рисовали потрясающую мышку с сыром, а на безымянном пальчике я решила сделать сырный ноготь. То есть у нас получится ноготь в сырную дырочку. Номерочки используемых оттенков, как обычно, оставлю в описании. Обратите внимание на вот этот вот 577 красный с шиммером. Его мои клиенты просто обожают, и, если честно, я покупаю, по-моему, уже 3-ю или 4-ю банку этого лака. В общем, он разлетается, как горячие пирожки, особенно в зимний период. А безымянный пальчик под сыр покрываем желтым цветом. Каким же цветом рисовать еще сыр, если не желтым? В принципе, можно было каким-нибудь сливочным оттенком сделать, но это было бы не так ярко. Поэтому в качестве покрытия выбрали желтый красивый цвет, наносим его в 2 слоя. Цвет послушный, хорошо себя ведет в покрытии, поэтому никакого труда им покрыть не составляет. Кстати, этот желтый не кукожится в лампе. И, собственно говоря, начинаем прорисовывать сыр. Более оранжевым оттенком желтого мы прорисовываем сначала стеночки наших дырочек. То есть закладываем для себя те места, которые в дальнейшем станут дырками нашего сыра.
Далее подмешиваем в наш оранжевый еще немножечко коричневого оттенка и еще больше углубляем те места, которые будут в дырках самыми глубокими. Ну а теперь черным цветом прорисовываем дырки, прорисовываем контуры дырочек и заполняем дырочки внутри. В принципе, можно не заполнять, можно сделать просто черные тоненькие линии, но, как вы увидите в дальнейшем, с заполнением это смотрится ярче, контрастнее и интереснее. И таким волшебным образом прорисовываем все те дырки, которые мы для себя наметили. Кое-где ставим еще небольшие черные точечки, которые будут имитировать маленькие дырочки. На самом деле этот дизайн безумно простой, очень быстрый, очень легко рисуется. Здесь не нужно практически никаких навыков. Поэтому с этим дизайном справится любой, даже самый начинающий мастер. Даже тот человек, который смотрит мой канал и никогда не брал в руки кисточку, сейчас ее возьмет, сядет и нарисует вот такой сыр, потому что это очень просто. Ну и, собственно говоря, нам осталось перекрыть наш дизайн матовым покрытием, прорисовать немножечко белых контуров по поверхности наших дырок, для того, чтобы пробликовать все происходящее. И вовнутрь в одну дырочку мы решили нарисовать выглядывающие оттуда глаза. Я вам сказала про матовое покрытие. На самом деле, вот в этом месте мы с клиенткой очень спорили. Я хотела сделать матовый ноготочек, но решили потом все-таки делать глянцевый. И почему-то у меня в голове засело, что мы его матовым сделали. Нет, покрыли обычным глянцевым топом, прорисовываем белой красочкой блики на наших дырочках. И потом в последний момент нам приходит идея вот в этой вот самой крупной дырке нарисовать смешнючие глаза, выглядывающие мышки. Эта идея пришла совершенно спонтанно, но она стала изюминкой этого дизайна.
Ну а вот такого потрясающего мышонка мы рисовали на марафоне. Он получился очень веселым и очень интересным, с сырной долькой в лапках. Другие ракурсы и видео с этой работой смотрите у меня в инстаграме, я обязательно там скину. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока!